Друзья, сейчас я расскажу, что лучше делать в Blast как тем, кто уже фармил поинты в первом трехмесячном сезоне, так и тем, кто только присоединился к проекту. Покажу, какие экосистемные проекты лучше выбрать, у которых также будет токен и можно нафармить таким образом сразу несколько аирдропов. А также рассмотрим варианты стратегий, где мы будем фармить все с одного аккаунта, так и заобузим с разных, чтобы в случае тиров получить хороший дроп на каждый из этих аккаунтов. И к слову, уже 13 марта откроется первый множитель поинтов за участие в экосистемных проектах, поэтому стоит поторопиться занести проекты к этому числу. Но даже если вы этого не успеете сделать, всего будет 12 множителей до конца мая, момента, когда выйдет токен. Итак, Blast — это Layer 2 решение от создателей Blur, которые в свое время уже раздали жирный airdrop, и во главе которых находится тот самый криптофонд Paradigm, который, собственно, и является инициатором лучших airdropов в крипте на сегодня. И TVL Blast сегодня составляет уже 2,5 миллиарда и входит в топ-3 Layer 2 решений по TVL. И я думаю, что его смело можно ставить в один ряд с такими решениями, как Arbitrum и Optimism, с учетом его создателей, фондов, нежели рядом с Manta и Starknet. Соответственно, здесь и airdrop можно получить побольше. В ноябре прошлого года стартовала 6-месячная программа фарма поинтов Blast, разделенная на две части по 3 месяца, где на каждую выделено 50% аирдропа. В первой половине, которая недавно закончилась, нужно было просто заблокировать свои эфириумы в Blast. Теперь, когда сеть запущена, стартовала вторая трехмесячная половина фарма поинтов, где нужно уже взаимодействовать с его экосистемными проектами. Причем в этой части наверное, получится нафармить поинтов куда больше, так как здесь число участников будет сильно меньше, так как в первой половине все, что нужно было сделать, это одно действие — заблокировать свои эфириумы, тогда как здесь нужно участвовать в экосистемных проектах, проводить активные действия, и соответственно таких участников будет меньше, а значит вторая половина 50% аирдропа будет разделена среди меньшего числа участников, и каждому получится заработать больше. Кто участвовал в первой половине фарма, уже наверняка сделал такое действие, где нужно было подтвердить транзакцию бриджа ваших заблокированных средств в их Layer 2 Blast. И, соответственно, там заплатить конскую комиссию, после чего у вас открывается вот данное окно. А те, кто не участвовал, можете просто там перейти по ссылочке в описании в Telegram, открыть Blast в разделе Airdrop. У вас тут будет просто пусто. Итак, для тех, кто уже участвовал, когда вы бриджили, вы видели, что вам дается мультипликатор, там у всех он разный, но эта ошибка, он должен у всех быть одинаковый, а именно x10. То есть те поинты, которые вы заработали в первой половине, вы получите еще x10 к ним, но вы их получите не сразу, а постепенно. И здесь все сделано таким образом, чтобы вы максимально не выводили свои средства с системы, потому что эти от мультипликатора заработанные поинты будут вам выдаваться постепенно. Если вы наведете на эти сундуки, то вы увидите, что в первом сундуке часть ваших поинтов откроется, там, допустим, у меня через 4 дня, потом через 10 дней. И, сделано таким образом, что та сумма, которая у вас была изначально забриджена, вы ее не должны трогать, чтобы получить эти все поинты до конца мая, когда будет выход токена. Если только вы что-то отсюда достанете, даже закинете в дапки, то, соответственно, вам напишет здесь, что просто последний сундук не успеет открыться до момента выхода токена. Соответственно, таким образом вас заставляет держать изначальную эту сумму, а чтобы участвовать в дапках, в которых вы заработаете еще больше, то вам нужно докинуть сюда. И, соответственно, их уже закидать в эти дапки. Я, собственно, так и сделал. У меня было 0,5 эфириума изначально заблокировано, и я их держу для того, чтобы получить все эти от мультипликатора токены, поинты. И докинул еще сюда $2000, которые я пораскидаю в эти дапки. Мы сейчас выберем их. Причем за раскидывание этих средств мы также не просто будем фармить поинты, у нас будет еще такой мультипликатор дополнительный, где всего их будет тут сколько, 16 или сколько,
с течением времени, через каждую определенную дату, первая дата это 13 марта, то есть вот уже через несколько дней будет такой себе множитель. Давайте открою страничку, всего их все-таки будет 12, и если вы фармите в дапках, допустим, 20 поинтов, то после множителя x2, тут пока еще до конца непонятно, сколько будет и за что даваться множители, но я так понимаю, что чем больше количество дапок вы заведете, тем, соответственно, больше множителей будет. Если во все 12, то, соответственно, это x12 к тем поинтам, которые уже фармятся у вас в этих дапках. Но точнее будет известно уже 13 марта, когда первый мультипликатор откроется, но вам лучше поторопиться и уже пораскидать в дапки. И те, кто не участвовал в первой половине, вам вообще пофиг, вам тут на балансе ничего холдить не надо, у вас не будет вот этого множителя поинтов от участия в первой половине фарма трехмесячного. Вы просто забрасываете в Blast. Как это лучше сделать? Вам нужно на свой MetaMask кошелек пополнить, лучше всего там в сети Optimism или Arbitrum, и потом через Arbiter бриджануть свои эфириумы сюда, потому что если вы просто возьмете, зарегистрируетесь через сайт и тут через бридж захотите их закинуть, то будет невероятно конская огромная комиссия. То есть вам нужно просто зарегистрироваться в Blast, после этого открыть Arbiter, пополнить там, допустим, Optimism сеть и с нее забриджить свои эфириумы в сеть Blast. После чего уже автоматически у вас тут на странице airdrop подтянется ваша сумма, которую вы в дальнейшем будете уже распределять среди этих дапок. А вот те, кто в первой трехмесячной программе участвовал, вам лучше не трогать вот эти свои эфириумы для участия в дапках, потому что вы в итоге не получите из этих сундуков x10 поинтов к этой основной сумме, нафармленной в первом сезоне. То есть вам нужно докинуть сюда определенную сумму и уже ее распределять по дапкам. Хотя, конечно, неизвестно, может все-таки выгодней взять основную сумму, раскидать по дапкам, получить другой там этот мультипликатор, и будет в итоге все-таки больше. Тут пока мне лично и никому не понятно. В своем телеграм-канале еще практически неделю назад расписал, какие дапки для Бласта я считаю лучшие, в которые стоит раскидывать, чтобы нафармить поинтов побольше. Поэтому прикреплю ссылочку на пост в описании. Вообще, если вы занимаетесь аирдропами, то не существует на самом деле хороших дропхантеров, которые бы следили только за ютубом и не были подписаны на телеграм-каналы. Потому что телеграм-каналы по этой теме это основа. Возвращаясь сюда, и здесь давайте посмотрим список проектов, которые предлагаются, или перейдем на DeFi Llama, где мы видим уже TVL заблокированных средств в этих проектах, то есть те деньги, которые занесли люди. Здесь 636 миллионов, но на самом деле цифра побольше. То есть если мы каждый проект отдельно откроем, вероятно, она уже достигает 1 миллиарда. Проект, на который я хочу особое внимание обратить, это Synth Futures. Он здесь выделяется среди всех тем, что у него занесли большую сумму инвестиций. По сути, это проект, который существует уже продолжительное время, но раньше на него никто не обращал внимания, а сейчас он в третьей версии протокола взял, заточился специально под Blast, вышел с Blast, и вот сейчас как бы на коне этот проект начали замечать, и он заслуживает, с учетом того, что набирает успешно хороший TVL и его инвестициями, заслуживает на хороший листинг. И они уже писали у себя в Твиттере, что токен не за горами, то есть готовится его запуск. И вероятно всего токен у них выйдет как раз вместе с Blast, то есть примерно через 3 месяца. И таким образом, поучаствовав в данном проекте, мы сможем нафармить как Blast, так возможно и гораздо больше airdrop от самого Synth Futures. И я бы рекомендовал его замультить. Я во второй
второй половине видео расскажу, как отдельно его можно замультить. То есть сейчас мы с одного аккаунта просто в разное количество проектов забрасываем, а с InFutures лично я буду мультить с как можно большего количества аккаунтов, потому что я считаю, что там будет airdrop, он будет, как обычно, разделен на тиры, и можно будет на каждый аккаунт нормально получить. Но причем этот проект не такой простой в использовании и в фарме, поэтому его юзает немного людей. Если мы перейдем в раздел Analytics, то увидим, что сейчас активно пользуется платформой всего лишь 8700 человек. Это прям вот совсем мало при таких инвестициях. Представьте себе, что будет airdrop, и он будет распределен среди этого числа людей. На сайте с InFutures также есть раздел Leaderboard, и здесь мы можем увидеть, что зарегистрировалось в проекте уже целых практически 400 тысяч людей. Но на самом деле это те, кто просто зарегистрировался, но еще ничего не делал. Реальных пользователей, насколько я понял, ну по крайней мере мне так ответили в Дискорде, вот это количество. И что же нам нужно делать для того, чтобы ним воспользоваться? Как тут фармить поинты? Первое — это размещение лимитных ордеров. То есть, как я вот здесь писал, нам дают поинты не за то, что мы набиваем там определенные объемы, а всего лишь за то, что размещаем лимитный ордер. Причем он не должен сразу у нас сработать, он должен находиться как можно дольше, его позиция должна быть как можно больше и как можно ближе к исполнению. И когда лимитный ордер срабатывает, то тогда еще нам дополнительно дают поинтов. Это вообще на самом деле совершенно неудобно. Система по типу как вот фарма была в Blur, на которую нужно тратить время. Причем, стоит сказать, она здесь менее эффективна, чем вторая. А вторая связана с добавлением в ликвидность. Но причем здесь тоже не все просто так. Ну, на самом деле, я сейчас покажу, ничего сложного, но большинство не может разобраться, и из-за этого как бы упускает возможность. Нам понадобится на сайте раздел Earn, и как видите, у нас тут пары, в которые мы будем добавлять нашу ликвидность, и обычно, если это пара, то нам понадобится сразу 2 токена. Здесь же не так, нужен всего лишь один. Просто когда вы уже добавляете ликвидность, то там в ликвидности с вашей монеты половина ее превратится в другую монету, и там будет так храниться. Соответственно, если у вас эфириум и вы хотите сохранять свой эфириум, то, конечно же, вам будет невыгодно забрасывать, допустим, эфириум USDB, потому что в случае продолжения роста эфириума ваша доля эфириума начнет уменьшаться, потому что у вас половина позиции находится в стейблкоине. Из всех пар, что здесь есть, и с нормальным бустом для эфириума лучше всего подходит, для хранителя эфириума лучше всего подойдет биткоин эфириум, потому что вот есть STETH к VETH, здесь нет просто буста. В то же время, если вы продолжите хранить половину своего эфириума и половину в биткоине, то это, в принципе, сохранит вашу позицию, потому что, ну, по крайней мере, последних полгода биткоин и эфириум плюс-минус синхронно двигаются. В то же время, если у вас стейблкоины и вы не хотите привязываться к крипте, то здесь особого выбора нет, потому что вот здесь нет буста нормального к стейблкоинам. И вам понадобится воспользоваться вот этой парой, где половина превратится в биткоин. Но зато у вас тут буст будет максимальный, целых 200x. Давайте воспользуюсь парой для эфириума, кликаю, точнее вот сюда, где биткоин эфириум у нас идет. И здесь для того, чтобы добавить вот эту ликвидность, нам понадобится именно VETH. То есть, если у меня изначально тут в Blast все в стейблкоинах, я должен перейти на сайт Blast Swap и свапнуть часть, которую я выделяю на этот проект. Допустим, пускай это будет $200 или 250. У нас там получается 10 плюс-минус проектов, и у меня 2000 USDB, с учетом еще лендингов, ну, можно 250 на каждый проект закинуть. Возвращаюсь на сайт, выбираю уже наш VETH в максимальной сумме и вижу, что тут появляется у нас вот такой вот диапазон, который можно менять. Дело в том, что чем уже этот диапазон, тем больше фармить поинтов мы будем. И чем уже он в то же время, тем выше риск ликвидации нашей позиции. Точнее, не ликвидации, а ее закрытия. После чего она
когда закрывается, автоматически на странице маркета открывается, соответственно, на оставшуюся нашу сумму лонг или шорт. На первый взгляд очень все сложно, но суть заключается в том, что нам просто нужно выставить такой диапазон, где мы не попадем в эту ликвидацию. А так как у нас пара сейчас открыта биткоин к эфириуму, то есть она не волатильная, потому что если по графику мы посмотрим эфириума к биткоину вот за последний год, здесь волатильность очень слабенькая. Ну, буквально вот было такое один раз, что за пару дней разница между биткоином и эфириумом составила 26%. Но это буквально все равно пару дней длилось. И если даже так случится, что биткоин, эфириум, кто-то начнет кого-то сильно обгонять, а кто-то отставать, мы все равно успеем среагировать и заблаговременно закрыть позицию. То есть вот, допустим, если у нас по умолчанию такой вот диапазон и разница должна составить целых 70% там падения одного из этих активов или рост 255% второго, то это прям мега невозможно, чтобы такое случилось. Поэтому мы можем рискнуть больше и поставить диапазон такой, чтобы там, допустим, разница была, ликвидируется эта позиция, если на 23% упадет или на 30% вырастет. Точнее, она даже не ликвидируется, а, как я сказал, откроется аналогичная на маркете лонг или шорт. Но прикол в том, что когда этот лонг или шорт открывается, он открывается на маленькую сумму и с большим плечом. Тут даже вам пишется, вот, допустим, если будет нижняя граница дойдет, то у нас откроется лонг вот на 0.02 биткоина с плечом 10. А если до верхней границы дойдет, то у нас откроется шорт на 0.17 биткоина с плечом целых 33. И дело в том, что вот оно дойдет, когда до верхней границы, то мы как бы ничего не потеряем. Но когда откроется позиция и вот такой ближайший риск ликвидации, это может случиться буквально за мгновение, и мы потеряем нашу сумму. Поэтому, конечно же, нам нужно заблаговременно отреагировать, если биткоин и эфириум будут слишком сильно начинать отличаться между собой в торговле. Но запас 30%, плюс 30 и минус 23 это более чем достаточно. И вот опять же, ссылаясь на график эфириума и биткоина, тут даже где был такой сильный рост, или его можно назвать падением, все равно проходило несколько дней. То есть за один день там случалась разница вот 8%. То есть вы успеете среагировать и в случае чего закрыть эту позицию или там увеличить диапазон. Поэтому лично я ставлю примерно вот как раз такой диапазон, где у нас будет там минус 23 и плюс 30. И за счет такого достаточно узкого диапазона у нас будут достаточно хорошо фармиться поинты. Но прям ниже ставить я бы не рекомендовал. Хоть и тут кажется ничего страшного, но мало ли всякие сквизы бывают. Для перестраховки можно поставить еще чуть больше. Вот пускай вот так, минус 28 плюс 39, тут уж точно ничего страшного не случится, и успеем среагировать, если что. У нас, получается, еще 3 месяца будет фармиться, и в этом диапазоне как раз будет меняться курс. Если он в какой-то момент поменяется больше, вы сможете переставить позицию. Дальше я открываю, сразу апрувлю, подтверждаю транзакцию и буду наблюдать, как будут капать поинты. А вот для тех, кто будет открывать не биткоин, эфириум, а стейблкоин к биткоину, там уже, соответственно, другой риск. Там нужно вот эту диапазон ставить намного шире, по той причине, что у нас же биткоин и стейблкоин намного волатильнее, чем биткоин и эфириум. Соответственно, там намного больше риски. То есть вообще, в принципе, по логике лучше позицию здесь открывать только вот в таком случае, потому что во всех остальных повышенный риск ликвидации. Можно, конечно, открыть, как я показывал, к стейблкоинам, но в таком случае там вообще вы ничего не нафармите, не заработаете. После того, как открыли позицию, мы переходим в раздел портфолио и здесь в раздел
наша позиция. И видим, что вот эта белая полосочка находится по центру. Просто заходим сюда, наблюдаем. Когда, если она начнет слишком приближаться в одну сторону или вторую, ну, в принципе, вы это и так будете видеть, если вдруг там эфириум и биткоин начнет между собой сильно отличаться в курсе. Просто добавьте еще вот такую пару эфириум, биткоин себе в TradingView. И в разделе Одиссей мы видим, сколько у нас будет фармиться поинтов. Вот я только что добавил, но пока здесь не отражается. И как я уже говорил, в этого проекта большие инвестиции в размере 38 миллионов долларов, при этом количество активных юзеров 8700, и недавно они опубликовали твит, что уже готовятся к запуску своему токену. И наверняка этот токен, его запуск будет приурочен к запуску параллельно с Blast. Соответственно, мы сразу же здесь получим 2 аирдропа, причем не обязательно в этот проект инвестировать большую сумму, по той причине, как я показываю, здесь не так много активных юзеров. Ну, возможно, их станет больше, может, все-таки лучше сюда закинуть $500 и за 3 месяца нафармить сразу тут 2 аирдропа. Причем можно вообще, в принципе, пойти таким путем, что, знаете, забить на то, чтобы раскидывать большое количество проектов Blast и заняться только фармингом вот этого проекта. И сделать побольше аккаунтов, раскидать на них все небольшие суммы, нафармить в каждом как поинтов Blast, за которые потом будет airdrop, так и токенов потом этого проекта. И за счет того, что будет много аккаунтов, небольшие суммы, вы как бы нафармите достаточно, чтобы попасть под тир 1, то есть под тот минимальный дроп, который уже будет существенный. Если вы попадаете в тир 1, то, соответственно, уже там в любом случае сумма будет на один аккаунт нормальная. Следующие проекты, которыми воспользуемся, это лендинговые протоколы. Они здесь вот 2 находятся в топе, еще один чуть ниже. Достаточно будет 3. Есть еще ZeroLand, но у него используется несколько сетей, то есть он уже заюзанный в Manta, ZK-Sync Era, и, соответственно, если от него какой-то дроп ждать, то он уже будет размазан среди других сетей, среди участников других сетей. Плюс лендинговых протоколов в том, что мы можем оставить что-то под залог и взаймы взять в результате и использовать эту занятую сумму еще в следующих проектах. Таким образом, допустим, выделить $500, а всего использовать на целую 1000. Переходим в первый орбит, можно также по ссылочке в описании для удобства. Здесь мы можем в залог оставить USDB или Ethereum. У меня USDB, кликаю сюда и оставляю, допустим, на $250. После того, как я закинул, здесь отразилось 250 USDB, появился раздел боров, где я теперь могу взять взаймы. Я взять взаймы могу тот же даже стейблкоин USDB. Причем, если я оставляю USDB, то я могу в залог взять на самом деле там не 50%, а гораздо больше рискнуть, даже вплоть там до 70% от первоначальной суммы. Потому что, ну, я беру USDB, оставляю и беру в залог USDB. То есть USDB к USDB как бы курс никак не колеблется, то есть нет риска ликвидации. Но на всякий случай я не буду 250 брать, а возьму чуть меньше. Кстати, здесь максимально, давайте попробуем, сумма 180 берется. Ну, я думаю, можно и 180 брать. Но если вы оставили в залог эфириум и берете взаймы там эфириум или стейблкоин, то, конечно, ни в коем случае вам нельзя рисковать на боров на такую большую сумму. Вам там нужно брать на процентов 50, не более. То есть в итоге получилось, что я $250 здесь оставил, но взял взаймы 180, и по сути на орбит я потратил всего лишь $70, что прям на самом деле очень немного. Поэтому в принципе я могу еще добавить сюда, пускай в 2 раза большую сумму, так чтобы на платформе осталось $150 хотя бы. Давайте так и сделаю. Добавляю еще на $250. И теперь во второй раз мне разрешает занять даже еще больше, $198. Кстати, здесь все-таки стоит обратить внимание на вот это предупреждение. Пишется про повышенный риск ликвидации. То есть он
увеличивается, когда у вас этот вот такой процент выше 80. И сейчас, если я опять же возьму на максимальную, то у меня будет 76. То есть как бы ниже, чем вот этого, чем вот этот высокий риск. Тем не менее, все же вот это предупреждение выскакивает. Если я из суммы 190, сколько мне там разрешает, уменьшу до 110, то это предупреждение исчезает. Поэтому, может, все-таки не стоит рисковать брать прям на максимальную, даже с учетом того, что мы занимаем стейблкоин, который тоже здесь как бы оставили долг. Ну, давайте я все-таки уменьшу чуть риски и возьму на 150. Таким образом, у меня будет риск достигать 66%, что в принципе далеко еще до 80%. Таким образом, я оставил 500 USDB, взял взаим 330 и всего на платформе у меня осталось $170, что не так уж много. Перехожу в следующий лендинг, Pack Finance, и здесь в принципе выполняю то же самое. Напротив USDB нажимаю Supply и оставляю на этот раз пускай не 500 USDB, а уже чуть меньше, 450. После Supply в My Position я вижу, что 450 моих долларов вот здесь уже находятся. И дальше здесь напротив же USDB я в Borrow могу взять взаймы. Как бы это парадоксально не звучало, но взять взаймы тот же самый USDB. Сумма максимальная 356, то есть оставил 450, взял 356, тот же стейблкоин, то есть риски нормальные. То же самое по рискам вы можете проделывать с эфириумом, если вы supply берете эфириум и в Borrow тоже эфириум. Другое дело, если вы оставили там взаймы эфириума, хотите взять стейблкоин, то тут уже риски повышенные, стоит там брать взайм только на процентов 50, потому что разница в курсе и может ликвидировать вашу позицию. В разделе позиции у меня взятые взаймы и Borrow. Соответственно, если я хочу закрыть позиции, я должен иметь на счету 356 USDB и в реплай погасить их, после чего я только смогу вывести свои 450 USDB. И третий лендинг, который мы будем использовать, это Juice Finance. На первый взгляд он так уступает по TVL первым двум, что кажется эти получше. Но на самом деле это обманчиво, потому что в Juice Finance вы можете взять, оставить залог, но займ за пределы платформы вы не можете вывести. И благодаря этому не происходит накрутки, как в первых двух, потому что в первых вы можете, допустим, взять, оставить залог, потом на 80% взять займ, опять его оставить, взять займ, и вот так вот хоть 10 раз, и таким образом вот такие крутые TVL накручиваются. И минус в них в том, что нет адекватного потом распределения поинтов Blast, потому что это все приумноженный TVL из воздуха, и соответственно поинты будут рассеиваться среди, скажем, того же количества пользователей, но в большем количестве они рассеются. И чтобы нормально тут поинтов заработать, то вы только в одном и том же арбитре должны именно так и делать, по 10 раз оставлять залог и брать взайм. А вот Juice Finance вы только один раз это можете сделать. И таким образом ту сумму, которую вы заведете, именно на ту у вас и будут фармиться поинты Blast. Поэтому вот здесь это в некотором смысле даже выгоднее, если мы оставим там в 3-4 раза сумму поменьше. Точно так же можете перейти по ссылочке в описании в проект, и нам здесь понадобится не раздел Lend, как вот в предыдущих, потому что обычно мы залог оставляем в Lend, а кредит берем Borrow. Здесь же нет, нам именно Borrow понадобится, и понадобится вот этот раздел. Только в новом аккаунте вам еще здесь нужно будет нажать Create Sub-Account. Нажимаете, подтверждаете транзакцию в MetaMask, после чего депозитите. Но здесь нам предлагают задепозитить именно VETH. Для этого мы его должны обменять на том же Blight Swap. То есть я меняю свои USDB, выделяю под этот проект уже 250 USDB и меняю будет 0.063 VETH. После чего чуть ниже вот в разделе Borrow я как раз таки уже могу взять взайм USDB. И если я только что оставил на сумму 250,
то посмотрите, насколько я могу взять займ. Он выдается по целых 300%. Но дело в том, что это такой фиктивный займ, потому что, как я говорил, за пределы платформы я его не могу вывести. Но рисковать на всю сумму тут определенно не стоит. Нужно где-то примерно на 200% еще позволительно, чтобы нас не ликвидировало. То есть это будет как раз где-то на сумму 500. Для чего мы вообще тут берем займ? Ну, кроме того, что у нас будут фармиться поинты, мы дополнительно можем потом эту сумму еще использовать. А именно, вот кликнув сюда, открываются пулы, и мы можем закинуть взятые взайм USDB. Тут, как видите, есть пара USDB Ethereum, есть Ethereum, а есть именно USDB. Я предпочту остаться в USDB, поэтому я максимально закидываю сюда. И нам будет дополнительно за это еще больше фармиться поинтов. Потому что можно было в эти пулы просто прийти и закинуть изначальную сумму. И вот, допустим, я бы закинул 250 USDB. А так я, получается, оставил там 250, взял в кредит еще 500, уже фармится, и еще закинул сюда 500, еще дополнительно фармится поинтов, то есть вдвойне выгодно. И, к слову, закидывая в этот пул, возможно, мы еще дополнительно будем фармить поинты такого проекта, как Wasabi, потому что обратите внимание на его логотип, это и есть этот проект. Но пока до конца непонятно, но на всякий случай лучше перейти на сайт Wasabi и здесь подключить наш аккаунт. Возможно, прямо сюда еще будут капать поинты. К слову, можно закинуть не только сюда, как я и говорил, в эти два других пула. Кстати, они более популярные, потому что сюда закинули только 2 миллиона, а сюда уже, допустим, целых 10. То есть в этот пул мы забрасываем наши USDB, но в то же время за них мы теперь покупаем эфириум. И тогда, когда придет время погашать нашу эту задолженность, мы должны погасить в эфириуме так, чтобы у нас хватило, в зависимости от того, как еще поменяется его курс. Потому что вы можете взять на 500 USDB здесь эфириума, а потом курс сильно поменяется, и при продаже вам нужно будет докинуть эфириума, чтобы погасить эту задолженность. Следующий проект, который я, возможно, бы даже поставил выше остальных, просто пока он еще не стартовал, но уже можно делать депозиты, и за эти депозиты будет дополнительный бонус, это Blitz. Это деривативный DEX, то есть там, где мы можем тоже торговать с кредитным плечом, как и Synth Futures, который выделяется своими создателями. У них уже есть известный проект Vertex Protocol, который работает на Arbitrum, и это его продолжение. Как я сказал, пока что можно только задепозитить средства. При переходе на сайт у нас тут ругается, и нам необходимо включить VPN, потому что страны СНГ не попадают. И здесь мы совершаем депозит. Я выделяю на этот проект 250 USDB. И как я сказал, проект будет вознаграждать дополнительно поинтами за то, что вы в числе первых до запуска еще закинете сюда средства. Причем речь идет про поинты самого проекта, а не бласта. То есть, соответственно, у этого проекта будет также свой токен, за который мы получим airdrop. Следующий проект это Ring Protocol. Это всего лишь DEX, в котором мы можем пока свапать там эфириум на 2 токена, то есть выбор совершенно небольшой. При этом, как видите, по TVL проект уже находится на 3-м месте, а все благодаря тому, что они запустили программу поинтов, причем не Blast, а помимо этого еще и свою, где можно в течение следующих 80 дней фармить их так называемые токены Ring Point. Поэтому сюда закидывают в эти пулы ликвидность, и TVL их увеличивается. Как видите, здесь нам показывает, что за эфириум мы будем получать 15 тысяч поинтов в год, а за USDB 5000 поинтов в год. Но, наверное, имеется в виду, что один эфириум это вот такое количество поинтов, а один USDB вот такое. Но, во всяком случае, я проверю, пока я только буду забрасывать USDB и посмотрю, сколько будет фармиться. Забрасываю я сюда также, пускай 250. Да, как видно, за каждый стейблкоин по 5 поинтов.
Остается еще несколько таких проектов неочевидных, ну, неочевидных не в плане плохих, а пока просто на самом деле не так уж просто разобраться, в какие проекты действительно стоят того, чтобы в них забрасывать. Возможно, какие-то из списка, которые я не учел, наоборот, окажутся в итоге поинтереснее. Пока слишком мало признаков, по которым можно определить, какой проект хороший. Вот, допустим, еще один Абракадабра называется, тут у него какие-то свои особенности, это лендинговый протокол. Ну, в общем, пока можно только закинуть сумму, что-то там взаймы нельзя брать. И давайте я еще сюда закину 250 USDB. Как вы видите, у них тут какие-то пулы запустятся только через 5 дней, а пока есть вот такая линия заполнения, где, насколько видно, можно забросить только 20 миллионов USDB. Еще один интересный проект, который я хочу выделить, хоть он находится где-то вот тут пониже, Blast Off, и ликвидность его небольшая, но особенность его заключается в том, что это платформа для лаунчпадов, где мы можем участвовать в лаунчпадах только благодаря доходной части эфириума. Что это означает? Допустим, у вас есть 100% эфириума, вы его стейкаете куда-то на какой-то платформе, и вам капает 4% годовых. Так вот, вот эта доходная часть 4%, именно с нее вы сможете участвовать в их IDO, соответственно, вы как бы ничем не рискуете, только доходной частью, и будет возможность участия в IDO только у таких участников. Соответственно, это оригинально, такого еще пока не было ни в каком проекте, и поэтому, конечно же, почему бы еще сюда не закинуть какую-то часть. Именно чтобы участвовать в этой теме с IDO, нам нужно выбрать не первый пул, а второй. Переключаюсь здесь на USDB, и у меня остается 435. Давайте используем из этого половину примерно, чтобы осталось еще на один проект. Ну и последний проект, который я выбрал, это Truster. Это тоже DEX, в принципе неплохой. PTVL находится на 4-м месте, почему бы нет. Перехожу на сайт, в раздел портфолио, нажимаю Create Position. И единственное, что здесь можно открыть ликвидность в паре Ethereum USDB. Но ничего страшного, я так подумал. Вот у меня остается 220 USDB. Половина из них я их переведу в эфириум. И в принципе там на $100 в эфириуме поучаствую. Не страшно. Выбираю половину от этой суммы. Вторая половина вот уже автоматически подтягивается эфириум. Надо чуть больше. Вот так будет правильно. Показывается максимальная и минимальная сумма, в которой будут фармиться поинты по аналогии с первым проектом, который я показывал. Я думаю, лучше вот так поставить побольше, чтобы разница в прайсе была более существенная, на случай чего, чтобы меньше было рисков. Но тогда у нас тут сумма меняется. Давайте обратно выставлю вот так. Нажимаю Approve USDB. То есть ликвидация будет, если Ethereum 2400 или Ethereum 5700. Но в случае чего до этой суммы мы просто успеем среагировать раньше и вывести или закрыть позицию, если уж так курс там будет меняться. На этом, собственно, все. Ссылочки на все проекты оставлю в телеграм-посте. И если вы успеваете, то лучше распределите средства до 13 марта, когда сработает первый мультипликатор. И в целом, в дальнейшем, о всех этих проектах я буду держать в курсе у себя в телеграм, потому что много чего еще тут непонятно, много чего еще будет меняться. Да и, в принципе, вот даже сам Blast еще допиливает эту систему поинтов. Всем всего хорошего, до скорых встреч!